Всем привет! Меня зовут Маргарита. Я написала схемку маленького бычка. Спрашивали, можно ли связать маленького бычка. И написала схему. Получился у меня вот такой вот бычок. Высота у него 19,5-20 сантиметров. То есть зависеть будет от толщины, вернее, плотности вашей вязки. Соответственно, дальше будет высота. Либо больше будет немного, либо меньше. Значит, понадобится мне какая пряжа. Ну, для начала ножницы. Крючок номер 2,5. Затем глазки на безопасном креплении 10 миллиметров. Если нет на безопасном креплении, то можно использовать на клеевой основе. Далее для украшения я взяла такую пуговичку. Это тоже по желанию. Если нет ничего страшного, можно обойтись и без нее. Это у меня палочка для того, чтобы раздвигать столбики, когда буду вставлять глазки. Там мне советовали, что можно делать воздушные петли. Да, я знаю про это. Только бывает, что иной раз, как надо, вроде бы сделала воздушные петли, глазки вставляешь, и кажется, что немного не там. Может не понравиться. У всех, как объяснить вам, глаза вставляют каждый на свой вкус. Кто-то хочет чуть поближе, кто-то подальше, кто-то повыше. Поэтому одинаково для всех не получится этот вариант сделать. Поэтому я не делаю воздушные петли. Это уже я объясняю, конечно, как располагаются глазки, а там уже можно по своему желанию их немного переставить. Итак, какая пряжа? Значит, вязать я буду немножечко одежду по-другому. Здесь у меня связано тело, тело и шортики, и все. На голом теле шортики. А сейчас я хочу связать свитерочек и брючки. Поэтому для свитера я взяла вот такую вот пряжу. У меня вся пряжа одинаковой фирмы. 50 грамм, 160 метров. Вся пряжа так выглядит. Вот, соответственно, здесь вот такой вот цвет. Вот, и я стараюсь всегда вязать, чтобы присутствовал хлопок и полиакрил. Я расскажу потом, что если вдруг вы не можете найти пряжу такую, то берите любую пряжу. Здесь принципиально на фирму не смотрите. Главное, у меня вот просто правило такое, пока я вяжу игрушки, я заметила, что они более выглядят аккуратнее и не растягиваются, если присутствует здесь и хлопок, и полиакрил. Поэтому, покупая пряжу, посмотрите на состав, чтобы было хотя бы примерно пополам, да, половина хлопка, половина полиакрил, полиакрил. Вот. И все. И берите пряжу в соотношении по толщине тоже смотрите. Если хотите, чтобы был размер такой же, смотрите, вот в 50 граммах было, чтобы 160, там 160 с чем-то. Ну, примерно вот в таком вот метраже. Тогда у вас получится размер игрушки примерно такой. Итак, дальше. Значит, это у меня будут мордочка и часть ушек. Значит, вот такой вот цвет, номер цвета. Далее, это у меня будут брючки. У меня почти пока пряжа одна и та же. В игрушках я использую похожие все цвета. Вот. Это у меня будут копыта, рожки. Не, рожки, наверное, ну да, копыта и рожки. Вот такой вот цвет. Ну и ремешок я свяжу черным цветом. Бровки там тоже использую этот черный цвет. Он тоже вот такой вот номер цвета у него. Вот. Ну и, соответственно, иголка широким ушком, чтобы пришивать детальки. Вот, в принципе, и все. Можно начинать. Начинаем с цвета копыт и вяжем верхние ножки. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Первую петелечку я обычно вытягиваю, чтобы ее можно было, она была доступна. Набираем 6 столбиков без накида. Набрали, стягиваем колечко. И второй ряд провязываем 6 прибавок подряд. В каждую петелечку по 2 столбика без накида. По 2 столбика в каждую петлю. И у нас в ряду во втором 12 столбиков.
Берем ниточку контрастного цвета для маркировки рядов. Значит, третий, четвертый и пятый ряд мы провяжем без изменений 12 столбиков. 12 столбиков без накида. Провязали копыта. Теперь будем вязать, я буду вязать, значит, свитер. Начинать буду сразу. После копыт у меня пойдет свитер. В этом образце у меня тело связано, без одежды. И смотрите, если вы хотите вязать так же, как я вот в образце тело, то дальше вы добавляете цвет тела, который вы выбрали, белый цвет, либо там какой у вас будет цвет стальной, да, вот какой сейчас год наступает. Вот, если хотите вязать свитер, потому что сейчас я буду вязать немножечко по-другому, ну, как бы сам бычок тот же самый, только одежда у него будет немножко другая. Вот, поэтому я ввожу цвет свитера и заканчиваю последний столбик. Вот, и следующий ряд, это у меня уже будет, значит, 6-й. Я буду вязать за заднюю стенку петли 12 столбиков. Вот, если вы не вяжете свитер, а вяжете сразу тело, то вяжите за обе стенки 12 столбиков. 6-й ряд. Конечно, вот этот вот цвет мы отрезаем, цвет копыта, и связываем вместе 2 кончика. Провязали 6-й ряд, 7-й ряд. Вяжем без изменений 12 столбиков уже за обе стенки. Те, кто вяжет тело, продолжает еще один ряд, вот этот 7-й, вязать без изменений, так же как и мы. За обе стенки провязываем еще один ряд без изменений. 8-й ряд, столбик и убавка, повторяем 4 раза, и в ряду останется 8 столбиков. Столбик и убавка за обе стенки, за передние, вернее, стеночки петли. Столбик, отсвечивается ниточка, плохо видно, конечно, за обе стеночки, передние стеночки петли делаем убавки. Так, повторяем 4 раза. Сейчас можно наполнить копыта, потому что здесь у нас отверстие получилось немножко маленьким, будет потом трудно заполнять, поэтому я беру вот так вот ножничками и заполняю. Так, постараться это более такой вот поплотнее набить копыта, так как будем немножечко стягивать вот здесь, вот так вот делать. Можно и обойтись и без вот этой вот раздвоения копыт, можно так оставить, если не хотите, если не нравится. Вот, заполняем копыта и дальше вяжем с 9 по 14 ряд мы провяжем без изменений 8 столбиков. Провязали, теперь наполнили, естественно, дальше синтепоном ручку. Теперь мы свяжем 2 края вместе. Я не буду делать воздушную петельку, чтобы она не получилась у меня тут широкая часть. Мне надо провязать, соединить 2 края 3 столбиками без накида. Поэтому соединяю и провязываю вместе 2 и 3 столбик. Я буду пришивать этот раз ручки, посмотрим, как получится. Поэтому оставляю ниточку подлиннее, чтобы пришить ручку. Теперь, там, где мы оставляли передние стеночки петли, сейчас будем вязать рукав, чтобы он завернутый такой рукав получился внизу. Это если те, кто вяжет свитерочек. Кто не вязал, тех все связано, ручка готова. Вот, теперь беру я именно вот в таком положении, чтобы у меня завернулась изнаночная сторона наверх. Так она сама будет как бы проситься ложиться наверх, ее не надо будет как бы укладывать насильно, поэтому я решила именно провязать так, чтобы изнанком кверху. Вот, ввожу крючок я во вторую, вот в переход, да, вот первая петелечка, вот вторая, ввожу во вторую петлю, делаю такой вот соединительный столбик, натягиваю кончик. И в эту же петелечку провязываю столбик первый. Сюда же. И так провяжем ряд и еще один.
2 ряда, в общем. У нас получится из 2 рядов этот вот завернутый рукав. Столбики без накида за вот эти вот передние полупетельки, которые у нас остались. Вязать я буду не круговыми движениями. Вот провязываю в последнюю петелечку и делаю соединительный столбик с первой петлей. Соединительный столбик, и в эту же петелечку, так вот, значит, соединительный столбик, и в эту же петелечку провязываю воздушная петля, и сюда же столбик без накида. И опять вяжем по кругу еще один ряд, второй. Вот, провязала соединительный столбик с первым столбиком и ниточку отрезаем. Так вот небольшой хвостик оставляю, чтобы рукав он не опускался вниз. Я его вот здесь сейчас. Вот я его просто иголочкой вот тут вот прихвачу один раз и все. Так, за ножку столбика здесь ввела крючочек, иголочку. Вот, сюда вывела. Просто чтобы он не опускался, не разворачивался вниз. Все вот здесь вот фиксирую ниточку и прячу. Ну вот, вяжем так 2 ручки. Я раздваивать буду потом уже, когда пришью к телу. Итак, давайте мы сейчас с вами свяжем рожки, ушки, мордочку, а потом будем вязать тело. Так как у меня тело и голова, я решила написать схемку так, чтобы все получилось одним вязанием, чтобы не пришивать голову, чтобы было легче. Поэтому сейчас свяжем маленькие детальки, а потом уже будем вязать все тело и голову целиком сразу. Значит, вяжем ушки. Внутренняя часть у нас, берем тот цвет, который вы выбрали для внутренней части ушей, и вяжем круг. И ниточку обрезаем во внутренней части ушек. Итак, в кольцо набираем 6 столбиков без накида. И провязываем еще один ряд, 6 прибавок подряд. Такое вот маленькое у нас будет ушко. В каждый столбик по 2 столбика провязываем. 6 прибавок подряд. И получится у нас 12 столбиков. Все, провязали. Делаем следующий столбик. Соединительный столбик. Еще так соединяем и отрезаем ниточку. Потому что во внутренней части мы нитку отрезаем. И вот этот вот хвостик мы фиксируем здесь, чтобы не разошлась серединка. Лишние отрезаем покороче, вяжем. Также цвета тела теперь берем пряжу и вяжем такой же круг, но ниточку не отрезаем. Провязали, ну, конечно же, зафиксировали кончик, вот эту серединку. И как мы вязали ушки, значит, соединяем 2 кружочка и провязываем, провязываем их вместе столбиками без накида, связываем их вместе. Главное сложить их изнанок к изнанке.
и попадать в столбики, чтобы в один и тот же столбик не попасть. Вяжем так по кругу столбиками без накида. Провязали, в следующий столбик сделали соединительный столбик и еще один вот так, чтобы не распускалось. Можно здесь этого не делать, но я уже как бы привыкла так делать. Вытягиваем ниточку и берем ушко, выворачиваем внутреннюю часть, выворачиваем вовнутрь, и можно сразу взять вот так вот, соединить низ, стянуть так за столбики, вытянули раз, и второй ряд захватили, вытянули, стянули еще раз сюда же, чтобы держалась ниточка. Вот такое вот ушко получается. Вяжем так 2 ушка. Итак, вяжем мордочку, набираем 10 воздушных петель и, начиная со второй петли от крючка, провязываем 2 столбика в одну петлю, дальше 7 столбиков по цепочке, 3, 4, 5, 6, 7. Последнюю петлю провязываем 3 столбика. С противоположной стороны вяжем по цепочке 7 столбиков без накида. В последнюю петелечку провязываем 1 столбик. И в ряду у нас 20 столбиков. Следующий ряд мы вяжем 2 прибавки подряд. Одна прибавка, вторая прибавка, 2 столбика в одну петлю, в 1 столбик. Дальше по цепочке по одной стороне провязываем 7 столбиков без накида. Затем 3 прибавки подряд. Одна прибавка, вторая прибавка и третья прибавка. Далее вяжем 7 столбиков без накида. И провязываем прибавку в конце. 26 столбиков у нас во втором ряду. Третий ряд. Столбик и прибавка вяжем 2 раза. Раз. Столбик и прибавка 2. Далее 7 столбиков без накида. Дальше столбик и прибавка повторяем 3 раза. Раз. Столбик и прибавка 2. Столбик и прибавка 3. Затем вяжем 7 столбиков. И столбик и прибавка в конце. В третьем ряду у нас 32 столбика. Теперь 4, 5 и 6 ряд мы провяжем без изменений 32 столбика. 7 ряд. Столбик и убавка повторяем 2 раза. Убавка за передние стеночки петли. Раз. Столбик и убавка 2. Дальше вяжем 7 столбиков без накида. По этой стороне столбик и убавка повторим 3 раза. Вяжем 7 столбиков и в конце столбик и убавка. И в ряду у нас 26 столбиков. Делаем соединительный столбик со следующим столбиком и отрезаем ниточку достаточной длины, чтобы можно было пришить к голове. Вяжем рожки, оставляем сразу кончик, чтобы нам хватило пришить эти рожки, и набираем цепочку из 10 воздушных петель. Провязали, соединили в кольцо. Так, чтобы, смотрите, главное, чтобы не перекручивалась цепочка.
И провязываем сразу первый столбик. Будем вязать по кругу. Так вяжем 2 ряда без изменений по 10 столбиков. Первый ряд 10 столбиков и второй ряд. Третий ряд вяжем убавку в начале одну за передней стеночки петли и дальше вяжем 8 столбиков. В ряду у нас 9 столбиков. Теперь четвертый и пятый ряд мы провяжем без изменений 9 столбиков. 2 ряда вяжем без изменений. Шестой ряд. Убавка в начале 1. Далее вяжем 7 столбиков. И в ряду у нас 8 столбиков. 7-8 ряд провяжем без изменений 8 столбиков. И последний ряд, 9 ряд, мы провяжем 4 убавки подряд. Раз убавка за передней стеночки петли. Вторая. Третья. И четвертая. Отрезаем ниточку. И у нас тут осталось 4 столбика. Вот мы за передней стеночки петли пропустим нашу ниточку и стянем отверстие. 2, 3, 4. У меня руки все исцарапаны моими кошками. Прошу прощения за такой вид. Вот. Все, рожки наши готовы. Вяжем так 2 штучки. Ниточку эту мы будем прятать вовнутрь. Ну, для начала зафиксируем ее. Так вот я просто ввожу, выведу здесь зафиксирую и все. Можно еще затянуть. Теперь вяжем ножки и тело. Ну и голову, соответственно, так как у нас это все будет одно целое. Начинаем с копыт. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Цвет копыт взяли ниточку и вяжем. Стянули колечко и второй ряд. Вяжем 6 прибавок подряд. И будет в ряду у нас 12 столбиков. Итак, дальше берем контрастную ниточку для того, чтобы ряды не потерять. Третий ряд вяжем 2 столбика и прибавка, повторяем 4 раза. И в ряду у нас будет 16 столбиков. 2 столбика и прибавка. Далее 4, 5 и 6 ряд мы провяжем без изменений 16 столбиков. На 6 ряд, не заканчивая последний столбик до конца, вводим цвет шорт. Ой, простите, брюк. Либо шорты, если у вас будут. Но шорты, конечно, надо будет вводить не сейчас. Я сейчас объясню. Значит, если вы вяжете брюки, вводим цвет брюк. И вяжем за заднюю стеночку петли 7 ряд 16 столбиков. Это если вы вяжете брюки. Если вы хотите связать шорты, как здесь, то вы провязываете 7, 8 и 9 ряд цветом тела. Без изменений. 16 столбиков вяжете 7, 8 и 9 ряд. Если хотите вязать вот такие вот шорты. Если вяжете брюки, как я, вводите сейчас цвет
брюк. Ну и, конечно же, эти кончики мы не забываем всегда связывать, чтобы не разошлись наши ниточки, когда вводим новый цвет. Значит, вяжем за заднюю стенку петли цветом брюк 16 столбиков без накида. Провязали. Теперь те, кто вяжет брюки, как я, далее с 8 по 12 ряд мы вяжем без изменений 16 столбиков. Если вы вяжете шорты, то после того, как вы провязали 6, 7 и 8 ряд, 9 ряд провяжите за заднюю стеночку петли, также 16 столбиков, и также до 12 ряда потом довяжите без изменений столбики. 16 столбиков в ряду также и здесь остается, как и здесь. Количество петель то же самое. Итак, вяжем, кто вяжет брюки, с 8 по 12 ряд без изменений. Провязали. Значит, на первой ножке делаете соединительный столбик вот таким образом, да, и ниточку отрезаете. На второй ножке ниточку оставляйте и вяжем дальше. Я связала одну ножку, это у меня вторая. На одной ножке я уже провязала, вот как бы завернула, имитация завернутого этого брюк, низа брюк. Теперь набираем одну воздушную петлю, продолжаем вязать, да, и вторую ножку присоединяем соединительным столбиком, чтобы не было сильно такого перепада. Теперь 13 ряд. Вяжем по ножке 16 столбиков без изменений, 16 столбиков без накида. Вяжем по ножке. 16 столбик будет там, где мы присоединились соединительным столбиком. Вот 16. Теперь в воздушную петлю мы провяжем 2 столбика, то есть сделаем прибавку. Раз, два. Теперь по второй ноге вяжем 16 столбиков. По воздушной петле с противоположной стороны также провязываем 2 столбика в воздушную петлю. Тем самым мы закончили ряд. И в ряду у нас 36 столбиков. Это у нас 13 ряд был. Теперь 14 ряд. Берем маркер, ниточку. Вяжем 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. Прибавка. 2 столбика в одну. Далее вяжем 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Прибавка. Затем вяжем 12 столбиков без накида. Провязали 12 столбиков. Теперь делаем прибавку. Затем 4 столбика вяжем без накида. 4. Опять делаем прибавку. 2 столбика в одну провязываем. И оставшиеся 7 столбиков без накида вяжем до конца ряда. И в 14 ряду у нас 40 столбиков. Теперь с 15 по 19 ряд мы вяжем без изменений 40 столбиков. Провязали 19 рядов, 19 ряд. Последний столбик, не довязывая до конца, я ввожу цвет свитера. Если вы будете вязать тело, то вводите цвет тела. Если верхняя часть у вас без одежды, вводите цвет тела. И также, точно так же вяжете за заднюю стеночку петли 20 ряд. Без изменений. Что свитер, если мы вяжем, что тело, цвет тела, если ввели, также вяжите за заднюю стеночку петли.
Конечно же, ниточки эти мы связываем. Вяжем 40 столбиков. Так, давайте, пока мы не наполнили ножки, обвяжем нижнюю часть за передние стеночки петли. Вот опять же, да, вот переход я беру за второй столбик. Также берусь именно в таком положении, чтобы изнаночная сторона легла наверх. И вводим нашу ниточку в столбик, соединительный столбик, провязали, сюда же провязываем столбик без накида. Так вяжем по кругу столбики без накида, по одному столбику в каждую полупетельку. Итак, довязываем последняя полупетелька и делаем соединительный столбик с первым столбиком. Воздушная петля подъема, и в этот же столбик провязываем столбик и дальше вяжем еще один ряд без изменений. Довязали до конца, делаем соединительный столбик не с воздушной петлей, а с первым столбиком. Ниточку отрезаем так, чтобы можно было иголочкой, как мы на рукавах делали, пришиться здесь в одном месте. Вот. Пришьемся вот здесь. Смотрите, те, кто вяжет шортики, то у вас здесь после 6, 7 и 8 ряд, когда вы провязали, да, вы дальше 9 ряд, сейчас я скажу, какой правильно. Значит, тут провязали 7, 8 и 9 ряд цветом тела. 10 ряд за заднюю стеночку петли вязали и дальше потом без изменений до 12 ряда провязали. И там, где у вас остались передние петельки, вы точно так же делаете как бы заворот такой, да, провязываете 2 ряда. 21 ряд вяжем без изменений 40 столбиков. Затем 22 ряд 5 столбиков вяжем и убавка. 1, 2, 3, 4, 5 столбиков, убавка за передние стеночки петли. Далее 4 столбика, 2, 3, 4, убавка. Затем 12 столбиков, 12 столбиков провязали. Далее вяжем убавку за передние стеночки петли. Четыре столбика. 1, 2, 3, 4 столбика провязали, убавка. И довязываем до конца 7 столбиков. В 22 ряду у нас 36 столбиков. Теперь 23 и 24 ряд мы провяжем без изменений 36 столбиков. 25 ряд 4 столбика и убавка. Повторяем 6 раз, и в ряду у нас останется 30 столбиков. 1, 2, 3, 4 и убавка за передние стеночки петли. 2 столбика вместе. Вот и так вяжем, повторяем 6 раз. 26, 27 и 28 ряд вяжем без изменений 30 столбиков. Дальше 29 ряд параллельно наполняем плотненько тело. 29 ряд 3 столбика и убавка, повторяем 6 раз, и в ряду у нас остается 24 столбика. 2, 3 столбика и убавка.
за передние стеночки петли. Следующий 30 ряд вяжем 2 столбика и убавка, повторяем 6 раз, и в ряду 18 столбиков остается. 2 столбика и убавка. Дальше 31 ряд мы провяжем за заднюю стеночку петли 18 столбиков. Нам нужно будет передние стеночки для того, чтобы мы привязались и провязали воротничок такой с ветерочка. Вяжем за задние стенки петли без изменений 18 столбиков без накида. А те, кто вяжет тело, просто провязывает 31 и 32 ряд без изменений 18 столбиков. А кто вяжет свитер, то 31 ряд мы вяжем за заднюю стеночку петли без изменений. Заканчивая ряд, последний столбик, вводим цвет тела. Те, кто вяжет свитер. Те, кто вяжет тело, как я и сказала, провязываем 31 и 32 ряд без изменений. А мы вводим цвет тела и вяжем 32 ряд уже этим цветом без изменений 18 столбиков. Вяжем 18 столбиков без изменений цветом тела. Конечно же, мы эту ниточку отрезаем. Здесь их связываем 2 кончика, да, не забываем. Следующий ряд, 33. Провязываем 18 прибавок. То есть каждый столбик мы провязываем по 2 столбика. Каждый столбик делаем прибавки. В каждый столбик по 2 столбика. Этим рядом мы начали вязать голову. Значит, в 33 ряду у нас 36 столбиков получилось. Теперь 34 ряд мы вяжем 5 столбиков и прибавка. Повторяем 6 раз, и в ряду у нас 42 столбика. Два, 3, 4, 5 столбиков и прибавка. Тридцать пятый ряд. 6 столбиков и прибавка. Повторяем 6 раз, и в ряду 48 столбиков. Итак, значит, в 35 ряду у нас 48 столбиков получилось. Теперь с 36 по 43 ряд мы провяжем без изменений 48 столбиков. Это у нас 8 рядов. На этом этапе можно вставить глазки. Глазки мы вставляем между 40 и 41 рядом. И между глазками у нас будет 9 столбиков. Находим серединку и вставляем. Вставили глазки, продолжаем вязать. Дальше мы вяжем убавки. 44 ряд, 6 столбиков и убавка. 45 ряд, 5 столбиков и убавка. 46 ряд, 4 столбика и убавка. И так мы делаем убавки, пока у нас не останется 12 столбиков. И мы провязываем 6 убавок подряд и стягиваем колечко. Не забывайте параллельно наполнить голову. Давайте довяжем голову самостоятельно. Ну вот, довязала я. Осталось у меня 6 столбиков. Ниточку отрезала, вытягиваю и буду стягивать эти 6 столбиков. Пропускаю за 6 передних стеночек петель ниточку эту и стяну. Смотрите, значит, все будет зависеть от того, как вы набиваете голову. Может получиться у кого-то такая вот круглая, у кого-то чуть подлиннее, повыше получится. Все будет зависеть от вязки вашей, плотности вязки, да, и как набиваете тело. От этого зависит игрушка. У меня не получается никогда одинаковая игрушка. Всегда они у меня разные. Вяжу по одной схеме, но все равно получаются все разные. Итак, прячем потом ниточку. Итак, смотрите, я не учла тот момент, что будем сейчас, если нам вязать, воротничок, да, будет нам неудобно. Мы уже набили голову,
надо было это сделать, конечно, мне раньше. И поэтому будет ужасно неудобно ввязываться и вязать воротничок. Поэтому я предлагаю связать отдельно воротничок наподобие снуда такого и его сшить. Набираем 26 воздушных петель. И начиная со второй петли от крючка вяжем столбики без накида. Провязали, получилось 25 столбиков. Воздушная петля подъема, поворот и вяжем дальше. Второй ряд без изменений, 25 столбиков. Так, провязала такую ленточку, 8 рядов. Смотрите, когда вы набирать будете воздушные петли, обязательно померьте обхват шеи, потому что набивка может быть у всех по-разному плотность, вязка разная, поэтому, может быть, вам этого не хватит, 26 петель воздушных. Поэтому цепочку набирайте по количеству того обхвата, да, и вяжите 8 рядов. Провязали и столбиками без накида. И отрезаем ниточку так, чтобы нам хватило, чтобы мы вот этих вот два края будем сшивать вместе. И сошьем уже на игрушке вот эту вот тыльную сторону вместе. Поэтому, чтобы нам хватило, отрезаем достаточно длинную ниточку. Вот, и просто сшиваем сначала вот вместе вот так. Значит, здесь мы берем за столбики, здесь мы берем за воздушные петельки. И сшиваем вместе. Вот, значит, я прошила. Так, не видно. Вот здесь, значит, прошила. Теперь я этой частью внутрь прикладываю и буду здесь также вот прошью. Я думаю, будет достаточно, если прошьем за верхние части снуд этот. Вот, он будет плотненько сидеть, и все. Вот такой вот воротничок получится. Будем пришивать ручки. Значит, отсчитываем. Вот у нас мы провязали, да, свитер, вот где за заднюю стеночку петли, где штанишки закончились. Значит, это у нас 20 ряд. Отсчитываем 28 рядов. Значит, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28. Вот немножечко свитерочек придется нам приподнимать. Значит, 28 ряд. Вот к 28 ряду мы будем пришивать наши ручки. Будем пришивать между 28 и 29 рядом. Между ними пришьем. Располагаем, конечно, их посерединке, может быть, чуть-чуть вперед, буквально чуть-чуть. Вот, можно посерединке. И пришиваем. Пришили ручки, теперь мы можем связать поясок. Значит так, будем вязать вот ножками к себе. Беремся, вот у нас переход, от перехода вот первая полупетелечка и вторая. Начиная со второй, берем черную ниточку, ну я беру черный поясок, буду делать, может вы выбрали себе другой цвет для пояса. И именно так вводим, чтобы у нас лицевая сторона легла наверх. Вот, делаем соединительный столбик, стягиваем ниточку и в этот же столбик провязываем первый столбик. Первый столбик. Вот и так по кругу за полупетельки передние, которые у нас остались, мы провяжем столбики без накида, без прибавок и убавок. В каждую полупетельку по столбику без накида. Так мы свяжем 2 ряда. Провязали первый ряд, делаем соединительный столбик с первым столбиком и провязываем второй ряд.
соединительный столбик, воздушная петля подъема. В этот же столбик мы вяжем первый столбик без накида и дальше по кругу вяжем второй ряд. Так у нас поясок будет состоять из 2 рядов. Провязали второй ряд, делаем соединительный столбик с первым столбиком и отрежем ниточку достаточной длины, чтобы можно было пришить по кругу. Но пока мы не будем пришивать, мы пришьем после того, как мы свяжем лямочки. Я хочу здесь связать, добавить вот эти вот лямки. Вот, их надо будет сюда как бы спрятать, а это уже наверх пришить. Поэтому сначала это мы откладываем пока в сторону. Так, лямочки вяжем. Набираем 25 воздушных петель. Вы приложите к своей игрушке, посмотрите, как бы достаточно будет. Вот так, чтобы легла лямочка или нет, чтобы можно было потом поясочком это все пришить. Вот, я набрала 25 воздушных петель и начиная со второй петли от крючка я провязываю столбики без накида по цепочке. И все. Вот такая вот лямочка будет у нас простенькая. Вот провязали ниточку, отрезаем. И просто вытягиваю ниточку и вместе вот этих 2 кончика связываю так тихонечко, сильно не стягивая. Вот. Все ли наш лямочка готова. Вяжем таких 2. Так, располагаем, как мы хотим. Можете, хотите, если крест-накрест здесь сзади сделать, хотите ровно, это уже как вам нравится. И пришиваем вот этой вот ниточкой. Сейчас. Значит, так, чтобы можно было 2 раза прошить лямку, чтобы она держалась. Сильно здесь старайтесь не притягивать поясок, чтобы он не выглядел сильно прижатым, так слегка держался. Именно вот так вот, я думаю, лучше пришить, чтобы верхние вот эти ножки, верхушки столбиков остались такими вот аккуратными, не притянутыми. Можно через столбик пришивать. Здесь не обязательно их пришивать прям каждый столбик. Так, пришиваем поясок. Итак, пришили. Значит, я сразу, пока у меня ниточка оставалась, я пришила пуговичку декоративную. Сейчас сделаем утяжку глаз. Значит, вводим крючок, простите, иголочку сзади. Сделаем утяжку только спереди, во внутренней, вернее, части глаз. Вот, выводим сюда. Сейчас я здесь выведу. За один раз не получается. Оставляем тут хвостик небольшой. И выводим ниточку. Ну, где-то здесь. Так. Чтобы она у нас спряталась еще лучше, глубже туда под глазик. Если есть возможность так спрятать, значит, вывели. И вниз. По возможности туда спрятать. Вот. Затем выводим к следующему глазу. И наверх. Так вот. Здесь где-то.
И выводим к ниточке к нашей назад и просто стягиваем. Так, чтобы она не попала ни в ниточку, ни в столбик, иголочка. Ниточки наши двигались. Стягиваем оба хвостика и завязываем. Буквально вот так, чтобы они именно туда. Потом поправляем все. В общем, завязываем тут кончики. Завязывайте раза 3-4, чтобы не развязалась, не растянулась наша утяжка. Она будет в натяжку, чтобы не распустилась. Веки я решила здесь не вязать, а просто ниточка цветом, как мордочка. Завязываю узелок, вывожу где-нибудь здесь и просто прошью. Так вот. Значит, вот так вот обведу глаз ниточкой. Раз и второй раз. Другому глазу выведу так через. Также и здесь. Так. Ну, вот такие вот веки. Видно, да, немножечко тоже все цвета у меня есть светлые. Чуть-чуть, буквально 2 раза обвела и все. Можно обойтись и без век. Я здесь вот зафиксирую ниточку там, где у меня мордочка будет, чтобы нигде не прятать. В другом месте. Все, но сейчас мордочку будем пришивать. Вот и все. Вот решила сделать такие вот веки. Теперь пришью мордочку. Значит, пришивать будем вот так. Как бы вам показать. Вот где глазик. Вот этот вот ряд. Там будет у нас верхняя часть мордочки. Вот а нижняя. Так, а нижнюю мы пришьем за вот этот вот последний вот у нас прибавочный ряд с прибавками. Вот между ним и следующим рядом мы пришьем нижнюю часть. А по бокам, как она ложится, так и пришьем. Вот. Значит, вот я показываю, как я расположила мордочку. Значит, под глазиками тут на таком расстоянии примерно. Вот столбик будет между глазиком и мордочкой. Этот края я пришью поровней. Вот. Ну, в общем, таким вот образом расположила. А там вы смотрите сами, как вам нравится, так расположите мордочку. Значит, вот, пришили мордочку. Оставляете недошитое пространство, да, и заполняете синтепоном, чтобы, если заранее ложите синтепон, он вываливается и мешает. Теперь сделаем ноздри. Ноздри будут располагаться, вот ориентируйтесь вот в глазе, где заканчивается, да, вот в этом месте захватим вот этих 2 ряда. И здесь. Значит, выводим ниточку именно сзади, чтобы натянуть можно было. И оставляем там кончик. Сейчас постараюсь вывести. Короткая иголка. Вот. Оставили кончик. Вот. Выводим к нему обратно и утянем по одной ноздричке, чтобы было удобно, потому что некрасиво получается, когда 2 ноздри сразу утягиваю. Вот, вывела сюда ниточку.
И утягиваем так вот слегка, чтобы не совсем уж туда вбить, а вот чуть-чуть, чтобы стянулось. Завязали здесь кончики и сюда же, значит, этот кончик оставляем, держим его, чтобы он не убежал. Сюда же вводим ниточку, иголочку и теперь вытягиваем вторую ноздрю. Вот точно так же, значит, вывели, утянули и завязываем тут кончики. Для бровей я взяла ниточку потоньше, разъединила. У меня она состоит из 4 ниточек. Из 2 ниточек я сделаю бровки. Значит, сделала на кончике тут узелок. Ввожу так, чтобы он спрятался. И сделаю бровки. И дальше пришьем рожки и ушки. И вроде все. Значит, бровки вот так вот буду располагать. Наверное, так сильно опускать не буду. Вот на таком вот расстоянии. Располагаем ушки-рожки, как вам нравится, и пришиваем. Так вот я расположила примерно, потом я эти рожки вот так вот утяну чуть-чуть. Пришиваем ушки и рожки. Вот бычок готов. Пришила ушки-рожки. Здесь немножечко ушки пониже немножко пришила. Тоже можно посмотреть, как это все выглядит, если ниже пришить. Все, вроде бы мы все пришили. Бычок готов. Размер у него, как я и говорила в начале, 19-20. Ну, получился 20 сантиметров. Я не стала здесь разделять копыта. Это уже по желанию. Вот тоже для сравнения вы смотрите, да, как выглядит бычок, когда разделен, когда можно не разделять копытца. Это все-таки игрушка. Вот. И что еще хотела сказать. По этой же схемке можно связать и коровку. Вот я связала, чтобы вы могли наглядно увидеть, что можно сделать и коровку. Все то же самое. Вот когда мы вяжем штанишки и переходим уже, начинаем вязать кофточку либо тело, у нас вязка там идет за заднюю стеночку петли. Вот вспомните, да, этот момент. И вы можете также провязать дальше уже цветом платья и уже привязаться за передние стеночки петли и связать юбочку. Получится в итоге у вас коровка. Все остальное идентично, схемка одна, по которой можно связать и коровку, и бычка. Надеюсь, вам понравился этот мой мастер-класс. Надеюсь, моя схема пригодится вам для подарков, потому что игрушка получилась маленькая, 20 сантиметров у нее высота. Возьмете меньше, тоньше ниточку, меньше крючок, получится еще меньше. Захотите побольше, берите побольше. Потолще ниточку, побольше крючок, и будет больше игрушка. По той же самой схеме вяжите. Вяжите с удовольствием, на радость вашим деткам, друзьям, кому вы будете дарить эти игрушки. Спасибо за просмотр.